Приветствую вас всех, друзья, на моем канале. Сегодня будем делать ревизию и менять кнопочки. Уже эта зарядка очень долго служит, верой и правдой. Тьфу-тьфу. Все с ней замечательно, даже никакого намека. Ну вот кнопки у нее, конечно, вот через раз. Приходится, бывает, даже сильно давить. Вот особенно вот эту вот. Ну, короче говоря, надо разбирать и смотреть. Ну, а что смотреть? Менять, ну и посмотреть, как там дело. За эти годы я ни разу не разбирал ее, не чистил. Там, по идее, видно, радиатор стоит. Надо его будет почистить. Кстати говоря, здесь, ну, есть ощутимые вибрации, кстати, от вентилятора, когда он особенно разгоняется. Попробую его еще отбалансировать. Отключаем. Ну вот видно, что есть немного пыли, конечно. Но так, в принципе, я смотрю, все довольно-таки нормально. Так, я полагаю, что еще нужно эту крышку скрутить. Зачем? Чуть-чуть тепла на верхнюю крышку. Так, что у нас тут с кнопочками? Ага. Они вот такие вот длинные. Диаметр примерно одинаковый. Ну, подрежу просто. Сейчас надо выпаять их. Разобрать всю плату. Так. Термопасту. Потом надо будет поменять. Процессор затерт. Все затерто. Пыль. Это балансировочные резисторы. Да, охлаждаются здесь таким образом. Офигеть, тут плата выгнулась все равно уже. Видно изгиб. Так, паяльничек нагрелся. Попробуем. Одна сторона есть. И вторая тоже. Так. Сейчас только подрезать надо. Итак, кнопочки подрезаны. Еще пришлось их немного по диаметру сточить. Но это все мелочь. Чуть-чуть больше диаметр был. Вроде бы села.
Ну вот так вот. Соплей вроде бы нету. Все вроде бы нормально. Сейчас надо остатки флюса протереть. Ну и собирать. Так, проверим. Работает. Теперь нужно взять чудо лыжной мази, совсем капельку, и так намазюкать ее, намазюкать. Вряд ли, конечно, он здесь прям четко прилегает. Пахнет как. Эх. Ну что, пробуем включить. А для начала все нормально. Ну вообще замечательно, просто замечательно. Не бывает, кстати. Возможно, еще кнопки не разошлись, новые все-таки. Непонятно, какого они качества, конечно, но посмотрим. На годик, надеюсь, хватит хотя бы. Ну и займемся балансировочкой вентилятора. Заколхозим здесь. Он здесь оказывается на 5 вольт. Слышно, как он вибрирует, даже он передвигается. Сейчас приподниму его. Вот когда он едва касается, слышно. Еще аккумулятор не заряжен по полной, когда он от 5 вольт, думаю, будет питаться, там будет еще пожестче. Но зато здесь они не сэкономили, поставили вентилятор на шарикоподшипниках, довольно-таки цивильно сделали. Обычно как я балансирую? Подключаю вентилятор к источнику напряжения и беру в руки, чтобы чувствовать вибрации. Беру кусочек пластилина и экспериментирую. Начать можно с совсем маленькой массы. Но думаю, здесь небольшая масса. Так больше бьет. И начинаю его сначала перемещать по кругу и, держа в руках, смотрю на биение. Так, вот так сильнее бьет, так меньше, так опять больше. Ну, где-то вот здесь вот. Теперь надо просто с массой поиграться. Ну а потом можно уже здесь что-нибудь кое капнуть, типа эпоксидной смолы. Ну сейчас я это все отбалансирую, подберу массу. Затягивать этот момент не буду.
Вот что получилось. Эпоксидной смолой я отбалансировал как смог. Лучше сделать не получается уже. Чуть-чуть все равно есть, но заметно лучше все это дело обстоит уже. Вибрации чуть-чуть есть. Чуть-чуть прислоняешь уже и все. Они уже не ощущаются. Было намного хуже. Так что думаю, этого будет достаточно. Ну вот, собственно, и все. Подключим. Попробуем зарядить. Так, заряжает нормально. Сейчас вентилятор при таких токах срабатывать не будет. Это надо на разряд поставить. При 12 вольтах оно сразу просядет. Около 6 ампер можно поставить. Сейчас сразу же включится вентилятор. Да, вибраций меньше, нету этого гула. Замечательно. Сейчас посмотрим, как она отрабатывает. Температура 34 градуса. Эта термопаста якобы получше должна быть. Ну, еле-еле чувствуется тепленький. Непонятно, для чего так кулер разгонять, если она даже не нагрелась толком. Причем в старшей модели с 4010 есть настроечка, можно выставить, при какой температуре начинать включать кулер. Здесь такого нету. Ну, в принципе, я доволен. Кнопки теперь работают, кулер не гремит, вернее, не вибрирует излишне. Ну так, едва-едва вообще что-то ощущается, конечно. Нормально. Даже как-то непривычно. Нажимаешь, и все работает. Ну, в принципе, все. Считаю, что небольшой мелкий ремонт закончен с этой зарядкой. Все замечательно работает. Спасибо, кто смотрел. Кому нравится, ставьте лайки, там дизлайки. Подписывайтесь или не подписывайтесь на канал. До новых видео. Всем удачи, всем пока.